любая профессия требует вот этих трех составляющих. Креативность, но без нее никуда в любой профессии. То есть это то, что ты не просто приходишь на работу и вот что-то делаешь, какие-то задачи выполняешь. То есть это должна быть часть твоей жизни, осмысление того, что ты делаешь, придумывание чего-то нового. И не всегда он приятный, не всегда это идет, не всегда хорошо. Когда-то нужно сформулировать у себя в голове, что вот сейчас тяжело, но у тебя есть какая-то цель, какое-то ощущение, которым ты будешь доволен, когда работа будет завершена. С этим ощущением ты должен себя немножко превозмогать, делать не всегда то, что приятно. Потом сделать шаг назад, посмотреть, что ты сделал с точки зрения человека, который первый раз без вот этого всего бэкграунда, там, бессонных ночей, какой-то глубокой идеи. Как это видит человек, который просто взял, посмотрел и скажет: да, это неплохо. Или это какая-то ерунда. Это был филиал крупной московской компании, дочерней компании «Газпрома», которая занималась автоматизацией газовых промыслов. Начинал я работу там как программист, то есть мы сами разрабатывали софт постепенно. У нас было там 3 человека вначале. Постепенно это все разрасталось, и я начал заниматься больше какой-то менеджерской работой, ездил постоянно встречаться с клиентами, то есть какие-то собирал требования, пытался им продать наш продукт. Вот в тех 2 окнах, которые открыты на 4-м этаже, был наш офис. Туда я поднимался с 3-го этажа, где работал с 8:30 до 17:30, это был мой первый рабочий день. А вот в тот офис я поднимался уже к часам 6, и с 6 до 11, до 10 мы со Славиком делали игры. Я никогда, во-первых, не работал. Точнее, нет, я работал месяца, наверное, 3, максимум там в одной компании делали на флеше сайты. Вот. Вообще я фрилансил, то есть я, опять-таки, я тогда изучил в какой-то момент флеш, на флеше тогда делали игры, я какие-то очень простенькие игры делал на заказ, потом там познакомился с ребятами, они делали какие-то казино, опять-таки тоже на флеше. Как-то вот так перебивался, но и в какой-то момент начал играть в World of Warcraft и вот создал тогда базу данных по Warcraft. Крупная база данных была WoWhead. Я подсуетился и успел создать, грубо говоря, аналог того же самого, но на русском языке. Называлось это WoWData. Я прям начал более-менее зарабатывать. Идея Punch Club появилась совершенно случайно. То есть мы находились в процессе, когда мы искали какой-то вариант, какую-то идею для того, чтобы сделать собственную игру. Мы пробовали какие-то клоны героев третьих, что-то такое делать, империализм, какие-то вариации. И потом я поиграл в Game Dev Tycoon, и она мне так понравилась, так этот Core Loop, который работает на том, что ты выпускаешь игру и ждешь оценок этой игры. И я начал ходить, несколько дней ходил, думал, что же можно с таким похожим лупом сделать. Я помню ощущение желтого цвета, ламп. Я пошел по коридору, я вышел из офиса в туалет. Я зашел, и буквально в туалете меня посетила эта идея. И через 30 секунд я вернулся. Я захожу такой, говорю: Слава, я знаю, какую мы игру будем сделать, она будет очень крутая. И Славик такой: я рад твоей самоуверенности, давай. Он говорит: вот, это будет про бойцов, это Рокки симулятор. Слушай, какая-то фигня, какой бокс вообще, мы ничего про это не знаем. И мне пришлось час-два, я ходил, размахивал руками по комнате, объяснял ему, показывал какие-то стойки, бил ногами что-то там туда-сюда. И... Не знаю, как он придумал за 2 минуты то, что он мне рассказывал час, но вот через час он меня убедил, и я прям загорелся, и я понял, да, действительно, во-первых, такого нету, это, уникально довольно и прям интересно, и можно много чего напихать туда, и прям получится хорошо. И мы подумали, что давай для себя еще челлендж, что мы попробуем вот эту нашу идею реализовать за месяц, до чего-то доведем ее. Мы буквально за месяц сделали первый прототип, который выиграл гран-при на Game Jam Канобу в 2014 году. Мы постоянно, то есть, о чем-то разговаривали по тому же Punch Club, он говорил какие-то свои идеи, я говорил свои. Обычно вообще мы поступали так, я вбрасывал какие-то свои идеи, вот все, что на ум приходит, а Никита уже так немножко фильтровал с точки зрения каких-то игровых механик, говорил, вот это там получше будет, похуже.
как-то в таком симбиозе оно вот варилось и доварилось в конце концов. У нас была такая цель, что мы должны выпустить Punch Club, и тех денег, которые мы с него заработаем, должно хватить нам на то, чтобы профинансировать наш следующий проект. То есть у нас достаточно были скромные запросы, но все равно. В какой-то момент вот этот драйв, эта волна креатива, творчества, там, создания чего-то, что ты реально хочешь сделать, она тебя захлестывает и несет, и ты понимаешь, что хочется это делать совершенно наркоманом. Еще. Я думаю, что основная причина успеха Punch Club была в том, что эта идея продается буквально с 2 слов. Я знаю, что такое тайкун, я смотрел уроки, как это работает вместе. Мы игру делали для людей нашего возраста, поэтому мы понапихали туда отсылок там, к Рокки, к Шварценеггеру, там, к черепашкам-ниндзя. Все это обернули еще в такой олдскульный пиксель-арт, при этом нарисовали его все-таки хорошо. И вот все это вместе, оно такую красивую картинку создало и прям сложилось. Я качался с одним парнем, и потом у меня забанили аккаунт, потому что его взломали, я отвалился, они уже прокачались, попали в другой рейд, и я вообще никому не нужный, докачался, там все разобрано, я ходил и ныл, куда меня взять, там, дайте мне какой-нибудь рейд, с кем мне ходить, и на какой-то 3-й день, чтобы от меня отвязаться, мне сказали, ну вон там чуваки, они, короче, нубищи редкостные, может быть, они тебя возьмут. И я написал Славику. Ну, ты написал не Славику, ты написал в гильдию. Ну да. А гильдия выдала меня. И сказали, да, иди туда. Да. Ко мне приходят. Я думаю, что мы с тобой познакомились, потому что, мы были холи-паладинами, а холи-паладины были вообще бесполезны, насколько я помню. У нас был комплекс неполноценности из-за этого. Да, и мы я помню, что я все время думал, и зачем я нужен, а тут второй такой же. Потом мы постоянно еще играли, дружили, у нас была и ПВП команда с 2 паладинами, мы как-то там спекались, но это было очень стыдно на самом деле. Это было очень долго, как минимум. Да. Так мы познакомились. Как я познакомился с видеоиграми? Но когда я был маленьким, мне купили, по-моему, это был румынский клон Командора компьютера. Сначала у меня родители забирали у дяди его Spectrum, давали там погонять недельку, потом там месяцок, и в какой-то момент мне в конце концов купили Spectrum. Потом было Dendy. Когда уже у всех была Sega, я очень переживал из-за этого. Я, правда, тогда очень расстроился, потому что у всех были Dendy, и на Dendy были игрушки красочные, быстрые, а на Spectrum все было очень тормозное, практически монохромное. Нужно было грузить с кассет. Вот. Но зато мне пришлось программировать, потому что очень быстро мне игры надоели на Spectrum, а там был Basic сразу, и вот, наверное, я начал тогда и программировать, и как-то пытаться понять, как игры сделаны. А потом в школе мне купили компьютер персональный, чтобы я учился. Но, разумеется, я на нем ничего не учился. Но это вообще странная конструкция. Купить там 9-летнему ребенку компьютер и сказать «учись». Конечно, он будет играть, но я играл. И с детства мне говорили, вот, лучше бы делом ты занялся. А я играл. Начинал, и первые игры у меня были даже не игры, а я брал Paint, когда Windows появился. Рисовал в нем армии, вырезал, передвигал. Был инструмент пшикалка для того, чтобы наносить краску. И этой пшикалкой я имитировал какой-то рандом. И вот на какие квадратики мне попадала красная краска, те считались убитые, я их стирал маркером и устраивал целые варгеймы такие в Paint. Вот. Наш первый бизнес с Никитой был в пределах моего сайта по World of Warcraft, где Никита продавал кепки по Warcraft и гайды, да. Расскажи. Да, гайды у меня были, мне достались гайды по Орде, хотя я всю жизнь играл за Альянс. И можно сказать, что я наверное, за 1,5 месяца прошел классику Burning Crusade и Lich King за Орду, при этом написав гайд по прохождению. Ну, этот гайд, конечно, был вообще просто... Стрёмный. Да. Нет, но тогда не было никаких аддонов, и, наверное, он помогал людям. Там была еще система такая защиты, надо было ключ людям высылать, которые покупали этот гайд раз сколько-то, в 3 или 4 месяца. В какой-то момент Славик забыл это сделать, у него был почтовый ящик целый, в который он боялся заходить, потому что там весь почтовый ящик был завален гневными письмами от людей, у которых перестал работать гайд. Да, там, когда я вижу 500 непрочитанных сообщений, понимаю, что это люди, которым я не выслал ключ в очередной раз, это прям страшно было заходить. Такой русский бизнес. Да. То есть в
тот момент, когда мы пришли к играм, мы уже с Никитой как-то вместе взаимодействовали и уже работали, по сути. И я посмотрел, тогда я хорошо помню, это была какая-то лекция, выступление с Кри, где рассказывали про фри-то-плейки. И я помню, что я прибежал к Никите и такой говорю: блин, Никита, вот смотри, я знаю, где много денег, побежали туда. Давай делать игры. В какой-то момент, когда мы сделали альфу Punch Club, выиграли гран-при на Game Jam Канобу, мы поняли, что у проекта есть перспективы, в принципе, надо его доделывать. Но у меня была основная работа, и времени на вот полноценную разработку Punch Club и, главной энергии, сил оставалось не очень много. В этой формуле надо было от чего-то избавляться. Я понял, что надо избавляться от основной работы. Поговорил с женой, мы тогда уже поженились с Лилией. Она меня, в принципе, поддержала. Она не очень интересовалась играми вообще, но, наверное, она верила в меня, там, в мои горящие глаза. Ну и мы были молодыми, чем бы не попробовать. Она меня поддержала. Родители тоже. Я им, конечно, рассказал. Отец сказал, что я с ума сошел. Он немножко другими словами сказал, пожестче. Но он сказал, что ты ёбнулся. Ну, махнул рукой, говорит, делай, что хочешь. И мама расстроилась, а потом, конечно, когда мы выпустили Punch Club, и я позвонил, сказал, что вот мы столько-то уже продали, и там, скорее всего, это столько денег. Папа сказал, да, конечно, 10 раз. Ну, то есть там же дилей, когда ты вроде продаешь копию, там через несколько месяцев только получаешь эти деньги. Он сказал, это все ерунда. Типа вот когда если будут они, то будут. А когда я помог им там за эти деньги построить забор на даче, вот, наверное, только в тот момент они проникли, что да, сын их занимается играми, и это вроде серьезный какой-то бизнес. Сейчас довольны. Мне Лилина поддержка вообще, начиная с того момента, как мы с ней познакомились, только очень сильно помогал. То есть это не столько, что она что-то работала, что-то делала, но я всегда чувствовал, что у меня есть какая-то опора, на которую всегда можно опереться, и ну, что-то, что стабильно и незыблемо. Потому что, опять же, я скажу, может быть, я такой сложный, но для меня это прям эмоционально выматывающее дело, делать игры. И если бы у меня не было поддержки там, моего партнера, Славы, жены, наверное, ничего бы не получилось. Изначально мы работали там в офисе на Нарской, но потом, когда нам нужно было расширяться, больше людей стало становиться, мы начали искать место под офис, и Никита жил, и сейчас живет до сих пор, вот рядом с метро Василиостровская. Ну, естественно, он предложил, чтобы не сделать офис в 5 минутах ходьбы от дома. Мы походили, посмотрели, поняли, да, это вообще идеальное решение. Вот выбрали вот это место. Никите 5 минут пешком от дома, а я, соответственно, сейчас купил квартиру и тоже живу в 5 минутах ходьбы. Ну, немножко в другую сторону, но вот мы 5 минут ходим на работу. Прям это экономит огромное количество времени, никакого там стресса, вот этого метро, всего транспорта. Прям отлично. Это наш новый офис. Пойдемте покажу его. Здесь у нас наследство коронавирусного карантина. Когда пришел с улицы, мойте руки. Это основной open space. В этой зоне у нас в основном художники сидят. Здесь тоже художники. Это наши маскоты, медведи. У нас они 2 в костюмах, 1 на скейтборде. Мы специально заказывали дизайн. Это мой партнер Славик. Славик, помаши рукой. Делает вид, что работает. Тут у нас геймдизайнерский уголок. Пойдемте дальше. Как мы уже выросли, вот нам нужна переговорка отдельная. Раньше мы такой роскоши не мечтали. Теперь собираемся, обсуждаем, прям как большие. И здесь у нас зеленый уголок. Так и кухня, сердце нашей студии, место рождения почти всех креативов. И здесь тоже у нас есть логотип с медведем. Как я сказал, для первой нашей игры, для Микронии, мы заказывали художественный аутсорс, просто спрайты. А на второй проект мы решили, что нам нужен в команду уже человек. Это вот был сити-билдер, который мы клонировали. Мы на всяких форумах каких-то русскоязычных художников разместили объявления, и несколько откликов появилось. И вот пришел Саша к нам, Миничев,
И он с нами работал за какие-то вообще смешные деньги, которые мы на тот момент могли позволить себе платить ему. Когда совсем плохо после второго проекта, он буквально там пару месяцев куда-то уходил, потому что мы не могли платить просто деньги ему. А потом, когда появился аутсорс, мы его привлекли обратно, и он нарисовал весь Punch Club. И он большой молодец, и прям, наверное, один из лучших пиксель-арт художников, по крайней мере, с точки зрения построения сцены, пространства, каких-то детализаций и чувства вот пространства в пиксель-арте. Почему мы выбрали пиксель-арт для Punch Club? Ну, на это две причины было. Первая, потому что это была игра, которая должна была вызвать какие-то ностальгические чувства, и закос под NES-овскую графику, это было то, что мы хотели. И вторая причина, потому что почему-то мы подумали, что пиксель-арт будет рисовать проще. Но, как показала практика, это оказалось совсем не так. То есть анимации нам приходится до сих пор рисовать покадровые анимации, все детализация и вообще подбор художников — это отдельная наша боль. То есть у нас сейчас с пиксель-артом такой стокгольмский синдром. То есть мы у него в заложниках и очень его любим, но непонятно, взаимно это или нет. Ну, когда мы делали Punch Club, вот я думаю, что первую половину Punch Club мы с Никитой прямо делали все поровну. То есть мы одинаково кодили, делали одно и то же, там, и какие-то там гуишки собирали. Но ближе уже к концу Punch Club мы поняли, что, не то чтобы сказать, мы прямо поняли, но это естественно получилось, что кто-то должен был взять на себя геймдизайн, сделать баланс, настроить все вот это дело. И так получилось, что это сделал Никита. С тех пор началось какое-то такое между нами разделение, то есть Никита больше пошел в геймдизайн и креативность, а я больше пошел в технические составляющие. И так получилось еще почему-то в арт-дирекшн, так скажем, потому что, грубо говоря, всегда последнее слово в финальной картинке, в арте, оно оставалось за мной. Я говорил художникам, как рисовать, почему это хорошо, почему плохо. При этом сам я рисовать абсолютно не умею, но вот какой-то сторонний вижен все время транслировал. С тех пор у нас получилось так, что Никита отвечает нас за креативность и геймдизайн, я за технику и арт. В процессе разработки Punch Club мы, мне кажется, пересмотрели все фильмы, боевики 80-х, 90-х про всяких ниндзя, бойцов, кунг-фу мастеров. И это было иногда прям то еще удовольствие, потому что в детстве ты их всех смотрел, тебе они прям очень нравились, а сейчас, когда ты смотришь на них и думаешь, боже мой, как они вообще это снимали, то есть там какие-то микрофоны в кадре, которые засвечиваются, тень от микрофонов, что там, совершенно дурацкие какие-то диалоги, какие-то сюжетные повороты, но мы, в принципе, это все использовали в Punch Club, то есть у нас нарочито дурацкие диалоги, очень такие прямолинейные, там, типа, иди сюда, я буду бить тебе лицо, такой, попробуй мою кунг-фу лучше твоего кунг-фу. Изначально Punch Club назывался VHS Story, то есть, так как это была игра, навеянная историей Рокки, которую все мы в России посмотрели на VHS-кассетах. Для нас это было органичным дополнением вот этого всего ностальгического сеттинга. Очень круто звучало, нам нравилась VHS Story. Но потом, когда у нас уже появился издатель, несмотря на то, что Алекс, он русскоязычный, он очень давно живет на Западе, в Голландии. И, в принципе, основной рынок у нас все-таки был Штаты и Европа. И вот для них это сочетание VHS Story оказалось не настолько каким-то несущим какой-то глубинный смысл и ностальгию, это все равно, что сказать DVD-история. Окей. Мы решили, что стоит найти какое-то более нейтральное название, которое бы передавало сути игры, было вот такое запоминающееся, острое, и мы придумали Punch Club. Сначала придумали логотип, как раз Лилия придумала логотип, вот эту пробку с кулаком, а потом уже мы посмотрели, что там хорошо помещается по тексту, и появился Punch Club. Наш издатель вообще, мне кажется, очень круто поработал с Punch Club и с нами. Во-первых, с ним было просто по-человечески приятно и работать, и общаться. Вот. Во-вторых, как-то именно какие-то идеи у Алекса были в тот момент, которые очень подошли нашей игре. И с точки зрения каких-то там маркетинговых ходов, тот же самый Twitch Plays Punch Club, когда на Твиче все проходили Punch Club, и только по прохождению Punch Club на стриме, только тогда он релизился. То есть вот этот вот маркетинговый ход, он
мне кажется, был очень крутым, очень удачным. Он прямо взорвал. Причем он тоже прям придумался буквально за 15 минут на каком-то коле. Мы что-то обсуждали, и я, по-моему, сказал, что, видел недавно стрим Twitch Plays Pokemon, когда в покемоны играли голосованием на стриме. И Алекс такой: а давайте сделаем так же на Punch Club. Мы сначала тоже такие, так, чё? А потом вот как-то подумали, посидели, и тоже родилось. И вот это вот был такой огромный буст. Ну и вообще, Tiny Build, в общем, и Алекс в частности, прям с ним было очень комфортно работать, и прям нам понравилось. Любая разработка игры, которая занимает там больше года, ты начинаешь ее очень воодушевленным, ты видишь концепцию игры, ты чувствуешь какие-то ощущения, которые ты хочешь передать игроку, и начинаешь это все реализовывать, это все обрастает какими-то штуками, и в этот момент появляются какие-то проблемы геймдизайнерские, технические, рутина какая-то там и так далее. И это постепенно начинает твой запал чуть-чуть подубивать, и ты вкатываешься в какой-то продакшн, немножко болото, и вот здесь можно загрустить, и наверное, много команд не доделывают игры, потонув в этом, потому что тут, опять же, самокритика включается, что ты что-то постоянно переделываешь, переосмысливаешь, но надо двигаться куда-то, и мы хорошо смогли собраться, опять поставить для себя какую-то жесткую цель и ускориться, выйти из этого периода. Он у нас и на следующих проектах появлялся, но мы уже знали, что это будет, и как-то мы были готовы и более безболезненно его прошли. Обычно эти периоды, они такими волнами, то есть один немножко начинает депрессовать, у него пропадает интерес, но есть большая вероятность, что у другого все-таки в этот момент еще что-то остается, эмоциональные силы, какая-то энергия, и он вытаскивает тебя, твой товарищ, из этой ямы, и вы вдвоем с ним в контрфазах существуете, и Слава когда мне совсем тоскливо, он говорит: да нет, Никитос, давай, мы все сделаем, все нормально, а потом он начинает приунывать, и я говорю: Славик, давай, соберись. И, наверное, опять же, в одиночку ни один бы из этих проектов я никогда не доделал, чисто из-за каких-то эмоциональных. Я очень уважаю людей, которые делают игры в одиночку, по крайней мере, руководят и являются такими двигателями проекта, потому что это огромный психологический, эмоциональный труд. 3 основные вещи, которые я усвоил в результате работы над Punch Club. Первое, это надо прям не бояться и делать то, что хочется делать. То есть твои идеи, которые может тебе даже самому тебе казаться дурными и странными, и на первый взгляд какими-то банальностями, ты их реализуешь, и они оказываются крутыми, людям нравятся. А второй момент в том, что ты должен уже начать продавать игру в тот момент, когда ты начал ее придумывать. Изначально ты уже представляешь свой продукт на полках электронного магазина и понимаешь, как его будет воспринимать потенциальный покупатель, сможет ли он его зацепить, какие ты будешь формировать эти хуки, то есть ретро-ностальгия, пиксель-арт, как ты будешь их обыгрывать, например, в сюжете, какие ты будешь делать экраны не просто для того, чтобы у тебя в игре был хороший экран, а в том, чтобы сделать из него скриншот, например, он попал бы, и игрок, увидя его в магазине, подумал: как интересно это выглядит. У нас, например, Punch Club очень много времени, очень много раз принимали за файтинг. Мы сделали экран, когда ты в конце после боя, у тебя появляется такой график, где у тебя показывается дамага, какие-то переключатели, все остальное. И мы подумали, что такого графика точно не должно быть в файтинге. Мы добавили этот экран, сделали скриншоты, где мы размещали игры, показывали этот скриншот с графиками после боевой статистики, и люди сразу такие: это точно не файтинг, это что-то тайкунистое, то есть это сразу сработало. Третий момент, который я усвоил: нельзя забивать на здоровье, нельзя перерабатывать, нельзя кранчевать, нельзя уходить в какой-то стресс, потому что на долгой перспективе это все очень невыигрышная стратегия. Вообще, оценивать Punch Club — это довольно трудная штука. Я думаю, что мы сделали максимально из того, что мы могли на тот момент. То есть сейчас я, конечно, понимаю, что там мы что-то не докрутили, здесь лучше бы сделали по-другому. Я думаю, меньше всего претензий у нас к арту, потому что наш художник Саша, он справился совершенно отлично.
Вот. А с точки зрения кода, там, геймдизайна, ну да, там есть огрехи. Никита просчитался, например, с геймдизайном, с балансом. Где-то мы что-то там накодили не совсем правильно, что-то глюч. На тот момент это был максимум наш, и мы его прям сделали как могли. На данный момент копий Punch Club мне трудно сказать, сколько реализовано. Я думаю, что где-то 1,5-2 миллиона, наверное. Но сколько спирачено еще, это вообще отдельная история. То есть мы собирали данные, и примерно на одну проданную копию спиратилось 5-7 копий Punch Club. Была история, когда люди очень часто пишут на форуме в Steam, или в отзывах, что я спиратил, мне понравилось, я решил поддержать ребят и пришел на Steam и купил. Я думаю, что с этим ничего нельзя сделать, и мы даже никак не закладывали никакую защиту. Помогали, даже Славик даже ходил на форум какой-то пиратский, там русскоязычный, самый крупный. У них какие-то проблемы с сейвами, там что-то было, он им помогал, какую-то тулзу делал, чтобы можно было из пиратки в официальную версию нормально все переехать. Что поделать. Конечно, это неприятно. С другой стороны, чем больше людей поиграло, тем большее количество людей ты смог донести свою мысль, наверное, это стоит того. То есть лучше уж пускай играют и пиратят, чем не играют вообще. Когда мы закончили первый Punch Club, да, мы думали, что бы нам сделать дальше. И очевидным вариантом, конечно, был сиквел Punch Club. Но я думаю, что в тот момент мы довольно сильно устали уже от проекта, нам хотелось чего-то нового. Да и на самом деле мы хотели сделать что-то все-таки, не сказать, что лучше, но сложнее с технической точки зрения и со всех. Все-таки Graveyard Keeper, он более сложный, более дорогой проект получился. И мы хотели качнуть и себя, и попробовать что-то еще. Graveyard Keeper начался с 2 слов. Это был Тайкун кладбище. Изначально мы хотели вообще делать что-то наподобие Theme Hospital, но про кладбище. В современном сеттинге начали продумывать, показалось нам это криповым и странным. Мы перенесли сеттинг в средневековье, добавили туда сказочности, чтобы как-то разбавить всю эту чернуху, добавили магии. И потом в общении с создателем всплыло, что нам нужно будет делать порт на консоли, и будет необходимо реализовывать прямое управление. Мы начали думать, как можно с помощью контроллера играть в такие игры. Мы сами не очень консольные игроки, поэтому сложно себе это было представить. И тогда появилась идея протагониста, которым ты непосредственно управляешь, и который и стал хранителем кладбища. То есть в дальнейшем выросла история вокруг этого. Мы поняли, что мы вдруг делаем что-то очень похожее на Stardew Valley. Пришлось поиграть. Честно сказать, не то, чтобы мне не понравилось, но как-то долго я играть в него не смог. И в итоге Кипер мы делали полностью на своих идеях, как-то не подсматривая практически, кроме рыбалки. Потому что рыбалку мы ничего не придумали и решили полностью прям взять один в один из Stardew Valley. Остальное все это то, как мы хотели сделать игру, то, как мы думали, надо делать игру. И я думаю, что там минимальное влияние в Stardew Valley. Ошибка делать копии уже существующих успешных игр, потому что, скорее всего, вы сделаете хуже. Не сможете чего-то донести, и вас будут сравнивать с этим проектом, и, скорее всего, вы будете проигрывать. Поэтому нужно все равно как-то переосмыслять, а лучше вообще, вдохновляться, но все равно реализовывать свои идеи. Мы живем в время постмодерна, ничего уже нового придумать нельзя, можно только как-то перекомпоновать, но все равно даже в этом огромный простор для творчества, и для меня это самый кайф в том, что можно делать игры, реализовывать свои мысли, идеи. Graveyard Keeper для нас стал прям успешной игрой, то есть если сравнивать с Punch Club, то коммерчески это намного более успешный продукт, денег он нам принес намного прям больше. И успешность его заключается, наверное, прежде всего в сеттинге. То есть это достаточно захватывающая, цепляющая, интересная идея «Хранитель кладбища». Плюс по сравнению с аналогичными Harvest Moon, Stardew Valley мы сделали упор в том числе на сюжете, в каком-то необычном рассказе о мире, вымышленном Кипера. И я думаю, что это захватывало игрока, и для многих Кипер — это прежде всего история. Успех Punch Club и Кипера сравнивать довольно сложно, мне кажется, потому что здесь может быть несколько критериев. С точки зрения финансовой, однозначно Кипер успешнее. С точки зрения, например, проданных копий, успешнее Punch Club, но потому что Punch Club
кучу раз был на всяких скидках в Humble Bundle, в том же самом, где он продавался за $1 в паке, и там могли прийти, не знаю, там 200-300 тысяч человек и получить эту копию. С точки зрения популярности какой-то, мне кажется, Punch Club более успешен, потому что довольно часто я слышал от людей такие: о, ребята, это ребята, которые сделали Punch Club. Вот про Кипера как-то так реже гораздо говорят. Не знаю, сложно. Количество копий, проданных на мобилках, на ПК и на консолях, наверное, где-то 1,5 миллиона, вот так вот, 2. Но надо сказать, что это чек в 2 раза больше, потому что Punch Club стоил $10, а Кипер уже 20. И игра в 2 раза больше где-то. Ну, то есть даже, может быть, больше, чем в 2 раза по объему контента, по объему всего-всего. Сейчас вот скоро выйдет новая DLC. На Хэллоуин, я не знаю, когда это видео появится, уже будет оно или нет, но новая контентная DLC, там будет новый кусок сюжета, и рассказывать про жизнь города, и можно будет построить небольшое собственное поселение в лесу, помочь беженцам, спасающимся от инквизиции, наладить свою жизнь неподалеку от кладбища. Ну и мы планируем делать вторую часть, конечно. То есть мы сейчас уже набираем концепты, формируем идею, какой-то вижен. То есть Graveyard Keeper должен быть, надеюсь, что он быстрее появится, чем второй Punch Club. Я думаю, вообще отечественный геймдев — это очень такая благоприятная ниша. К сожалению, мне кажется, в последнее время не так много выходит проектов, как хотелось бы и как могло бы. Мне кажется, мы прямо идеальное место, потому что, с одной стороны, у нас довольно много людей, специалистов, и особенно умных людей и хороших специалистов, потому что все-таки образование, в том числе техническое, у нас весьма неплохое. С другой стороны, у нас довольно низкие стоимости разработки, если сравнивать там с Европой, тем более с Америкой. А продажи-то ведутся на мировой рынок, в том числе в долларах, поэтому получается, что тратишь ты денег гораздо меньше, а зарабатываешь ты гораздо больше. Вот. И мне кажется, это прямо очень, очень удобно делать игры у нас в России, а тем более вот в Питере, потому что нас часто спрашивают, почему вы, например, не переехали куда-нибудь. Я бы сказал, что Питер прям вот среди России, мне кажется, одно из лучших мест, потому что если сравнивать с той же самой Москвой, да, в Москве больше людей, больше специалистов, но в ней и конкуренция за специалиста, за работника, она гораздо выше, и зарплата гораздо выше. А Питер при этом, в нем куча вузов, опять-таки куча хороших людей, но при этом совсем немного разработчиков игр, а тем более премиумных игр. Потому что, ну, фри-то-плей он как бы везде есть, и далеко не все хотят работать во фри-то-плее. И вот в последнее время мы сейчас вот еще ищем, как всегда, расширяемся, ищем там новых людей, нам там и программисты нужны, и художники, ну, там все нужны. И к нам часто приходят люди как раз из фри-то-плея, потому что говорят, что, ну, ребят, надоело фри-то-плей, а в Питере, кроме вас, по сути, никого толком нету. То есть почему-то в Питере довольно мало премиума. Сейчас Lazy Bear Games — это уже почти 30 человек, то есть большая часть из них в офисе, кто-то удаленно, там звук, композиторы, часть артового аутсорса, но все равно команда программистов, геймдизайнеров, они все находятся в офисе. И сейчас у нас, конечно, со Славиком сильно выросла нагрузка административная, то есть надо решать какие-то вопросы организационные. У нас есть 2 продюсера появилось, которые занимаются постановкой задач, с которыми мы формируем планы, которые следят за всеми там выполнением. Сейчас у нас 3 команды, одна над неанонсированным проектом работает, одна делает второй Punch Club, доделывает, и сейчас одна закончила делать DLC, третья, мы ее будем как раз расширять, усиливать, скорее всего, это она переедет в старый офис, и мы будем делать второй Graveyard Keeper. Игра мечты вообще всегда такая сложная штука, и потому что хочется на самом деле многого, и выбрать вот что-то одно довольно трудно. Но если прям вот про несколько говорить, я бы выделил, наверное, парочку таких направлений, потому что, с одной стороны, ну, мы с Никитой большие фанаты там игр от Paradox, там Crusader Kings и все такое. И вот нам бы хотелось сделать какую-то вот такую гранд-стратегию, но
очень, очень RPG-шную, даже еще более RPG-шную, чем Crusader Kings, даже более RPG-шную, чем Mountain Blade, вот что-то вот в ту сторону. Но прям, чтобы она игралась как песочница, чтобы можно было переначинать, и каждый раз все было разное, и мир живой, и вот такое бы хотелось, с одной стороны. Но с другой стороны, у нас очень большая любовь там ко всяким олдскульным RPG, типа второго Fallout. Даже не с точки зрения, опять-таки, там вот изометрия, пошаговость, а именно какая-то вот атмосферность и степень отыгрыша в Fallout 2, например, она ну, редко встречается сейчас, потому что если сейчас взять Ведьмака или, там, не знаю, Skyrim, ну, Skyrim еще пошире, а Ведьмак, ну, по сути, ты всегда играешь по вот одной линейке, ну, за одно и то же. Вот сюда тоже хочется, вот, где бы тоже эпоху, где была бы такая вот гибкость, отыгрыш, и прям можно было бы рассказывать, не знаю, ребенку перед сном сказки про то, как я проходил вот в этот раз игру. И каждый месяц эти сказки были бы разные. Если бы мне предложили сейчас 300 человек штатов, все специалисты, делайте игру мечты, я бы, скорее всего, отказался. Я бы, конечно, подумал, как любой, ну, не знаю, творческий и амбициозный человек, мне было бы, конечно, безумно интересно попробовать, но, наверное, здраво взвешивая свои силы, я бы сказал, что на данном этапе еще не готов. Ни по скиллу, ни как-то психологически взять на себя такую ответственность. Как надо быть спокойнее, более уверенным в себе, потому что, ну, несмотря на то, что мы сделали 2 достаточно успешных коммерческих продукта, все равно нету того ощущения, что ты прям точно знаешь, как что делать. Ну, может, оно никогда и не появится, но брать такую ответственность и, главное, довести, то есть взять-то не проблема, а вот довести проект до конца, чтобы это получился не какая-то ерунда, действительно, игра мечты, наверное, еще не готов. С Punch Club 2 вообще какая-то больная тема, потому что мы его начинали делать, я не знаю, наверное, раза 3. Сейчас, наверное, уже, да, это 3-й раз. Мы переносили год релиза на сайте тоже там 3 раза. Как-то вот постоянно мы начинаем делать, потом появляется что-то другое, там тот же самый Graveyard Keeper. Потому что в какой-то момент мы делали параллельно и Punch Club, и Graveyard Keeper. И это были 2 равноценные команды. А потом Graveyard Keeper начал откусывать у команды там по 1, по 2 человека, и в конце там доехал, может быть, 1 человек на Punch Club 2. Сейчас, в конце концов, да, мы уже год или даже 1,5 мы начали прям активную разработку второго Punch Club, на нем работает там, ну, в разные, опять-таки, периоды, но от 5 до 8 человек. Но, конечно, во втором Punch Club мы с Никитой уже совершенно другую роль принимаем, потому что в принципе, Punch Club 2, он делается уже практически сам по себе. Если раньше, ну, когда нас было 3, понятно, что мы должны были делать все. Потому что кроме нас, ну, мы только вот арт не рисовали, а все остальное приходилось делать нам. Сейчас мы можем уже просто на высоком уровне какие-то решения там принимать. К нам приходят там геймдизайнеры, к нам приходит сценарист и говорит: вот, ребят, я придумал так. Мы говорим: круто. Ну, иногда Никита приходит и высказывает какой-то там, зачитывает, не знаю, список своих идей, чтобы ему хотелось, чтобы попало в игру, чтобы как было. Ну, а, грубо говоря, уже детальная реализация того, как, в том числе, там, не знаю, сценарная реализация, да, она часто ложится уже на плечи сценариста. Если Punch Club 1 это была такая телега, которую мы сами рулим, сами толкаем, то Punch Club 2 все-таки мы уже выросли, и да, мы просто стоим у руля и, ну, раздаем команды, надеюсь, успешно. Вот, и надеюсь, в конце концов, это дело доедет до финиша. Вот, по текущим планам это конец 2021 года, может быть, осень 2021 года, вот что-то такое. Наверное, все приходят в игровую профессию с идеями о том, что это будет чистый полет фантазии, какой-то необыкновенный креатив, ты будешь постоянно получать удовольствие, но по факту с какого-то момента, по крайней мере для нас, это становится отчасти и работой, то есть накладывается куча какой-то рутины, связанной с менеджментом, с огромной ответственностью, когда у тебя уже есть коллектив, ты должен думать, как распределять задачи, как продумывать какие-то стратегии с точки зрения того, чтобы продукт стал коммерчески успешным. И это достаточно тяжелый труд, который не всегда хочется делать, и очень часто, практически
большую часть недели ты должен себя превозмогать, через силу что-то делать, но, в принципе, это все стоит того, потому что результат всегда очень кайфовый. Просто так какой-то творческий креатив, драйв и все остальное, это, наверное, 5-10%, 90% это просто каждодневный труд, который не настолько прикольный, но гораздо более важный, чем все остальное.